Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить дряблую видающую кожу с помощью обычной соли или морской соли. Солевые маски отлично уплотняют кожу, улучшают тургор кожи, обменные процессы в эпидермисе кожи будут более активным. Соль способствует более активному проникновению питательных компонентов, даже в самые глубокие слои кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Маска подходит для всех типов кожи. Также наносите эту маску на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите морскую соль. Также можно использовать и обычную соль. Соль отлично уплотняет кожу, хорошо подлечивает, делает ее упругой, эластичной. Главное условие приготовления сегодняшней маски – использование соли в очень мелкой консистенции. Если у вас крупная соль, то перемелите ее в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Нужно взять 1 чайную ложку соли. Соль возьмите без горки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится желатин. Используйте желатин очень мелкого помола. Также хорошо подходит желатин для приготовления различных суфле и десертов. Желатин также хорошо уплотняет кожу. В момент подсыхания дает лифтинг, подтягивающий эффект. Желатин – это природный коллаген, тот компонент, который делает кожу эластичной и упругой. Возьмите также желатин без горки. Эту готовую сухую заготовку вы можете приготовить заранее в большем количестве и по мере необходимости использовать для приготовления домашней маски. А мы продолжаем готовить сегодняшнюю маску. Нам понадобятся жирные сливки или молоко. Если у вас сухой тип кожи, то используйте жирные сливки. Также можно использовать и сметану. Если у вас жирный тип кожи, то для сегодняшней маски можно использовать молоко низкой жирности либо кефир. Нужно взять 2 чайные ложки молока. Молоко или жирные сливки обладают осветляющим эффектом. В зависимости от того, какой желатин вы используете для сегодняшней маски, количество молока варьируется. Если вы использовали желатин плотный и очень сухой, то для удобства процесса приготовления домашней маски добавьте еще небольшое количество молока. Все рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Для очень качественного приготовления маски нам понадобится не более 8 минут. Тщательно взбейте все компоненты. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте компоненты так, чтобы они хорошо вошли во взаимодействие. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Для сегодняшней маски я использую желатин с лимонной добавкой, поэтому маска у меня получится желтого оттенка. Это зависит от того, какой желатин вы используете. Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления компонентов. Это также очень сильно влияет на качественность домашней маски. На этом этапе маска должна иметь приятную консистенцию. Если ваш желатин плохо растворяется, то подержите этот состав на водяной бане либо на медленном огне, так, чтобы желатин хорошо растворился и не имел комочков. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Также используйте косметические масла в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте масло кокоса. Можно использовать косметическое кокосовое масло, также можно использовать и пищевое масло кокоса. Если у вас масло кокоса в твердом состоянии, то подержите его на водяной бане, доведите до полужидкого состояния, так чтобы процесс приготовления домашней маски был более простым. Также, если у вас очень сухой тип кожи, то для сегодняшней маски можно использовать гусиный жир, либо рыбий жир. Если у вас комбинированный тип кожи или жирный, то используйте для сегодняшней маски более легкое косметическое масло. Это может быть масло жожоба, масло персика. Также хорошо подойдет для сегодняшней маски и обычное оливковое или подсолнечное масло, которые обладают большим количеством витаминов группы В и витаминов группы Е. Нужно взять 10 капель косметического масла.
И тщательно взбейте все компоненты. В процессе смешивания ингредиентов желатин будет слегка загустевать. Если у вас маска получается слишком густоватая, то добавьте еще небольшое количество молока, либо жирных сливок. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты. Витамин Е делает кожу упругой, эластичной и убирает глубокие морщины. Не забывайте принимать витамин Е вовнутрь. Он улучшает состояние волос, ногтей и состояние кожи. Нужно использовать витамин Е либо в капсулах. Если вы используете витамин Е в капсулах, то добавьте одну капсулу. Если у вас крупные капсулы, то в одной капсуле примерно 5 капель. Также можно использовать и Аевит. Возьмите для сегодняшней маски 5 капель витамина Е. Также тщательно взбейте все компоненты, чтобы получилась однородная приятная консистенция. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится витамин С. Можно использовать свежевыжатый сок лимона, можно использовать аскорбиновую кислоту. В зависимости от того, какую форму витамина С вы используете, количество витамина С также варьируется. Если вы используете свежевыжатый сок лимона, добавьте 10 капель. Если вы используете витамин С в таблетках, то возьмите одну таблетку, разомните в порошок, размочите ее кипяченой водой и используйте также для приготовления сегодняшней маски. Я использую уже готовый сок лимона. Нужно взять 10 капель витамина С или сока лимона. Витамин С осветляет кожу, убирает пигментные пятна, делает кожу свежей и эластичной. Витамин С также улучшает оттенок лица. Смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску сразу после приготовления, так как в момент хранения этой маски желатин будет слегка подсыхать, а витамин С улетучиваться. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите эту кашицу на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В момент нанесения сделайте легкий скрабирующий массаж по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Массаж продолжается не более 3 минут. Затем оставьте этот состав еще примерно на 2 минуты и смойте водой комнатной температуры. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи сделайте кислотное очищение 1 или 2 раза в месяц. После того, как смыли кислотную скатку водой комнатной температуры, приступайте к нанесению домашней маски. Эту маску нужно наносить в 2 слоя. Первый слой очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите второй слой. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размочите лицо махровым полотенцем, смоченной водой комнатной температуры, и приступайте к смыванию маски. В момент смывания также сделайте скрабирующий массаж. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.